Вы будете в шоке от того, какими навыками обладают некоторые водители. В этом видео я покажу вам самые поразительные кадры с грузоперевозками, но не все из них были удачными. А в конце ролика я покажу вам видео с одной ошибкой, которая стоила миллионы долларов. Приятного просмотра! Настоящие профи за рулем. Пару дней назад, перед тем, как лечь спать, я, как обычно, смотрел ролики в интернете, и мое внимание привлекли видео грузоперевозок. Но не простые ролики о дальнобойщиках, а кадры того, как перевозят что-то невообразимо огромное. И тогда я задумался над тем, чтобы сделать для вас подборку таких удивительных видео, ведь на них видно, пожалуй, самых профессиональных водителей, которых только можно встретить. Вот вы когда-нибудь видели, как перевозят лопасти ветрогенераторов? Когда на эти удивительные сооружения смотришь издалека, то кажется, что они небольшого размера, но на самом деле это просто исполинские сооружения. Вы только посмотрите на то, как в Европе приходилось транспортировать всего одну лопасть. Лично я в шоке с этого ролика. Кажется, что такие вещи можно перевозить только по прямой, и то велик риск что-нибудь сломать. Но здесь видео, как эта махина заходит в очень крутой поворот. Завораживающее зрелище, не так ли? Еще одна лопасть. Но лично мне кажется, что предыдущий способ перевозки вполне безопасен и очень даже технологичен. Наверняка вы заметили, что прицеп, на котором везли лопасть, был очень даже крутым, ведь у него поворачивались колеса на задней оси, а это значит, что даже с таким негабаритным грузом можно было бы легко зайти в любой поворот. Правда, не всегда так перевозят лопасти ветрогенераторов. На этих кадрах вы можете увидеть совершенно иной подход к транспортировке. И лично меня он очень пугает и напрягает. Как вообще такой махине проезжать под мостами? Но на самом деле все легко и просто. Груз можно опускать и поднимать при необходимости, что дает отличную возможность проезжать в самых сложных участках. Вы можете спросить, а зачем вообще ветрогенераторы делают такими огромными? Все для того, чтобы они вырабатывали как можно больше электричества. Ведь чем больше генератор, тем больше энергии он вырабатывает. А если он будет огромным, то потребуется и очень большое усилие, чтобы запустить его. Поэтому лопасти и делают огромными и тяжелыми. Благодаря этому даже небольшой ветер может вращать генератор. К тому же большой вес добавляет инерции. В общем, в почти безветренную погоду ветрогенераторы не будут стоять без дела. Так что делать такие огромные сооружения просто выгоднее. Негабаритный груз на серпантине. А вы когда-нибудь водили машину по серпантину? Лично мне приходилось. И я хочу вам сказать, что это очень тяжело. Дело в том, что на таких почти нельзя использовать обычные тормоза, даже на легковом автомобиле, ведь они очень быстро перегреются. И вы рискуете оказаться в страшной ситуации, когда ваш автомобиль попросту откажется останавливаться. А теперь представьте, каково тем, кто перевозит грузы. Мне очень страшно смотреть на то, как вынуждены ехать дальнобойщики с обычными прицепами. Но я нашел куда более поразительное видео. На этих кадрах можно увидеть, как транспортируется огромная карьерная машина. Честно говоря, я не до конца понимаю, что это такое. Возможно, это какой-то экскаватор, но не суть. Самое главное, что он просто огромных размеров, как и прицеп, на котором его везут. Вообще, я поражен тому, как легко справляется команда. А ведь работа крайне тяжелая и нервная. Один неверный шаг или неисправность техники, и все. Тягач и груз окажутся во враге. А может и того хуже, покатятся кубарем вниз. Благо, у этих ребят точно такой же прицеп, как и в случае первого видео, со специальной поворотной задней осью. Благодаря этому они легко заходят в самый крутой поворот. Лично я просто в шоке, ведь, судя по кадрам, даже легковушкам было бы тяжело проехать в этом месте. Настоящее чудо. Огромный трансформатор. Следующий ролик может быть не такой шокирующий, как предыдущий, но он ничуть не менее интересный. Дело в том, что на этих кадрах видео, как производят транспортировку огромного трансформатора. Я, если честно, не знаю его точных размеров. Но исходя из окружения, можно сделать вывод о том, что он ничуть не меньше обычного двухэтажного дома. Страшно представить, сколько весит такая махина. А его перевозят прямо через центр города. Ведь кругом линии электропередач, фонарные столбы, светофоры, знаки. В общем, куча всего, что можно довольно легко повредить даже на обычном автомобиле. А тут, по сути, перевозится полноценное здание. Главное, что во время проведения таких работ совершенно никто и ничто не пострадало. И это еще раз доказывает факт, что за рулем оказался настоящий профессионал, как перевозили железобетонную балку. Но, пожалуй, вернемся к крайне большим и продолговатым предметам. На этом видео транспортная компания перевозит огромную железобетонную балку, которую, скорее всего, нужно было доставить с завода на место строительства какого-нибудь моста.
моста. И, честно говоря, это крайне завораживающее зрелище. Вообще, мне кажется, что эта конструкция по размерам сопоставима с каким-нибудь поездом, который состоит из нескольких вагонов. А как вы думаете, сколько там метров в этой балке? Ну и опять же, я хочу выделить удивительные технологии, которые придумали, чтобы перевозить подобные грузы. Тут снова задействован этот крутой прицеп с поворотными колесами на задней оси. Но я тут узнал куда более крутой и интересный факт. Как вы думаете, сколько всего требуется задействовать автомобилей, чтобы перевезти такую балку? Вы, как и я, будете в шоке. Потребуется целых 60 машин сопровождения. Вот так ты едешь домой после работы, хочешь поскорее присесть за стол и покушать, а тут перед тобой перекрывают дорогу на пару часов. Так еще и такую махину везут. Думаю, я бы в таком случае забыл бы о всех своих делах и сидел бы залипал на происходящее. Огромная цистерна. Вообще я не понимаю, как можно перевозить какой-то негабаритный груз в городской среде, да и по оживленным дорогам тоже. Вы только представьте, сколько проблем может возникнуть при выполнении такой работы. Задели какой-нибудь знак – штраф. Да и вообще может случиться что угодно. Лично я бы всегда избегал транспортировок в таких условиях. Ведь груз банально может не поместиться по высоте или ширине на обычной улице. Но на этом видео запечатлели работу настоящих профи, которым все проблемы нипочем. Они перевозили огромную цистерну, которая, честно говоря, поражает своими размерами, ведь ее можно сравнить с несколькими домами. Но самое непонятное лично для меня то, что ее везли реально через центр города, и именно там возникли серьезные трудности. Дело в том, что у работяг на пути возникло препятствие – круговое движение, и с таким грузом они никак не могли проехать по дороге. В итоге им пришлось портить газон и кустарники, которые были в центре этого круга, но и на это все не закончилось. Когда тягач уже проехал круговое движение, он чудом не задел дерево и дорожные знаки. А уже за ним шла цистерна. К сожалению, она уже повредила ветки дерева, предварительно испортив газон и несколько кустарников. Думаю, если ребята проложили свой маршрут именно по этой улице, значит, у них не было иного выхода. И, скорее всего, они заранее все продумали и уже оплатили все штрафы. Но мне все равно жалко эти растения. А вы бы пошли на подобный шаг через горную речку. Но лично для меня одним из самых удивительных роликов стал вот этот. На нем видно, как обычный тягач со специальным прицепом для транспортировки пиломатериала штурмует очень активную горную реку. И это реально завораживающие и очень напрягающие кадры. Почему я так считаю? Но смотрите, если вдруг в двигатель попадет вода, то автомобиль сломается, а с учетом очень мощного течения водитель окажется в опасности. Плюс к этому машину может вполне легко снести и даже опрокинуть. В общем, тот парень, что смог преодолеть такое препятствие, настоящий герой с очень прочными нервами. Хотя тут стоит отметить тот факт, что машина, скорее всего, была заранее подготовлена к такой работе. И более того, из-за большого груза ее точно не снесло бы, ведь весила она очень много. Да и дно у горных рек не песчаное, а каменное. В общем, все было заранее продумано. Но даже зная эту информацию, лично для меня это видео остается крайне завораживающим и интересным. И я бы никогда не согласился проехать так, даже будучи пассажиром. Неудачная выгрузка. Что-то в моем ролике видео имеют слишком позитивный характер, думаю, пора это исправлять. К сожалению, какими бы профессиональными не были водители и любые другие работники, часто избежать проблем попросту невозможно. Из-за этого страдает не только техника, но и зачастую живые люди. Но, пожалуй, я не буду сегодня показывать ужасающие кадры. Лишь неприятные инциденты, которые случались во время перевозки крупного груза. Вот на этом ролике как раз один из таких примеров. Тракторист перевозил специальный прицеп, груженный чем-то напоминающим сено с землей. Хотя, возможно, это что-то другое. Найти точной информации я не смог, так что если вы знаете, что было в прицепе, то пишите в комментарии. Так вот, дорога была спокойной, ничего не предвещало беды. Тракторист успешно выполнил задачу и доставил груз на нужное место. Правда, во время выгрузки возникли неполадки. Непонятно по какой причине, но водитель остановил машину слишком близко к канаве, из-за чего был довольно сильный уклон, и при выгрузке прицеп попросту перевесило, из-за чего он упал. К счастью, сам трактор не пострадал, ведь в таких случаях тягач часто тянет вместе с грузом, из-за чего они оба переворачиваются. В общем, у парня прибавилось работенки, но зато он остался цел и невредим. Перевозка паровоза. А вот в следующем ролике, к счастью, перевозка груза прошла без каких-либо проблем. Хотя все могло быть намного хуже. Дело в том, что тут ребятам пришлось перевозить самый настоящий паровоз. Вы только представьте, сколько весит эта махина. И более того, она просто колоссальных размеров. Ни одна фура не сравнится с ним по высоте. Естественно, для этого использовался специальный прицеп, как и множество других разработанных приспособлений. Но лично меня удивляет не этот факт. На кадрах видно, что паровоз
перевозили по обычным дорогам. И там был один очень интересный кадр, как тягач с грузом проезжает прямо под мостом. У меня душа в пятки ушла, ведь на видео отчетливо видно, что паровоз проходит в нескольких сантиметрах от того, чтобы задеть этот самый мост. А представьте, что было бы, если бы он все-таки задел его. Думаю, это была бы самая настоящая катастрофа, в которой вполне легко могли бы погибнуть люди. Но, к счастью, все обошлось, и груз успешно доставили. А также я бы хотел отметить тот факт, что перевозил этот локомотив настоящий профи. Дело в том, что во время разгрузки использовалось специальное приспособление, при помощи которого паровоз сразу же встал на рельсы. А теперь представьте, с какой точностью нужно управлять машиной, чтобы идеально выставить поезд параллельно рельсам. Поразительная работа, не так ли? Самая опасная перевозка в ролике. На следующем видео я бы хотел отметить, пожалуй, самого безбашенного водителя. Вы только взгляните на эти кадры. На них видно, как фура перевозит огромный валун. Он размером, по ощущениям, с полноценный одноэтажный домик. Но самое для меня удивительное то, что этот камень совершенно ничем не закреплен. Но это еще ладно, ведь из-за своего огромного веса он так просто не упадет. Только если не гнать со всей мощи, и если неправильно его погрузить. Почему я назвал водителя безбашенным? Да потому что он делал все вышеперечисленное. Вы только взгляните, как накренился прицеп. Я просто в шоке, ведь валун может упасть в любой момент, и при этом водителя это нисколько не смущает, и он продолжает ехать с обычной скоростью. Просто чокнутые рабочие. Бессмертный экскаваторщик. Вообще у меня складывается впечатление, что некоторые рабочие перед тем, как что-либо делать, каким-то образом сохраняются. Прямо как в игре. Почему я так думаю? Так вы взгляните на эти кадры. На них видно, как работает парень на экскаваторе. Его машина уже почти доверху находится под водой в очень активной горной реке. Чем это может ему грозить? Ну, во-первых, он может убить технику, если вода попадет в двигатель. А во-вторых, сам водитель может просто вылететь из машины и очень серьезно пострадать. Но, видимо, у этого парня есть автосохранение, а также очень и очень много нервов. Лично я в шоке, как он работает в таких условиях. А что думаете вы? Провалился под лед. Еще один очень поучительный ролик. Никогда не пытайтесь выехать на лед на очень тяжелой технике, какой бы толщины он ни был. Это крайне опасно. Вы не представляете, как быстро вы можете оказаться под водой. И на этом видео происходит именно то, чего я больше всего боялся. Парочка водителей решила, что они уже самое время использовать свои бульдозеры на озере, и один из них просто провалился под лед. К счастью, водитель отделался испугом и быстро покинул технику. Но мне страшно представить, что было бы, если бы он оказался под водой. Одной ангиной тут не отделаешься. Неудачная доставка. Ну что, пора перейти к самому интересному. Последний ролик, который я бы хотел вам показать, также повествует нам о неудачах, которые могут случиться при транспортировке огромных грузов. Судя по кадрам, ребятам нужно было перевезти огромную цистерну размером с несколько полноценных домов. И все шло как по маслу. Они уже преодолели городскую черту, и оставалось лишь немного до конца маршрута. Но тут на их пути оказалось непреодолимое препятствие. Поворот с небольшим уклоном. Дело в том, что груз весил очень много, и из-за этого он просто взял и свалился с прицепа. Естественно, и сама цистерна, и прицеп, на котором ее перевозили, получили серьезные повреждения. В итоге пришлось вызывать несколько кранов, которые подняли их из канавы. После этого цистерну погрузили уже на новый прицеп и, судя по всему, закрепили получше. Доставка задержалась, но была завершена, и, если честно, я даже представить не могу, насколько большая была неустойка у этой компании, которая повредила столь огромную цистерну. Думаю, ребята надолго запомнили эту ошибку. В этом видео я собрал для вас самые удивительные и экстремальные грузоперевозки, которые только смог найти в интернете. Пишите в комментариях, как вам этот ролик, а также о том, стоит ли мне делать продолжение. Лично я выделю то, с каким профессионализмом доставили тот паровоз. Кстати, насчет профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.